I'm very, very pleased to welcome everybody today. And we have I would call it a rather unusual setup. Vigen, can you translate, please? И добрый вечер всем участникам. И сегодня, в отличие от предыдущих разов, будет очень интересная организация мероприятия. First of all, we have Collin Psarros, and what is special is not only that she is a wonderful expert. I know her for more than 20 years, but she is in Australia, and this means she is now with us in the middle of the night. И прежде всего сегодняшней гостьей является Коллин Псаррос. Это не только прекрасный эксперт, но Моника знает Коллин на протяжении многих лет. И нужно отметить, что Коллин, она из Австралии, и, соответственно, для нее сейчас глубокая ночь, середина ночи. And when I say I know Colleen for many, many years, I'm very pleased to tell you that she was in our team in Cochlear Europe for some time before she went back to Australia. И Моника с гордостью хочет добавить, что Коллин не только на протяжении очень долгих лет с компанией Cochlear, но и на протяжении нескольких лет Монике посчастливилось иметь Коллин в ее команде в Европе. And the second unusual is that everybody who will have a look here will say, this is not Julia Disson who is translating today. Да, и, наверное, еще одно изменение. Многие могут почувствовать, что сегодня изменился и переводчик сегодняшнего мероприятия. And I'm very, very pleased, and thank you so much, dear Vigen. We have Dr. Vigen Bakshinyan with us as our translator for today. И Моника представляет меня и спасибо выражает за то, что я выразил готовность помочь сегодня с переводом. It's fantastic because you please understand, I told Vigen only 2 days ago, and he's at the airport in Yerevan, waiting for his flight to Moscow, and still he's ready to translate from the lounge of the airport in Yerevan. И это фантастически, что это получилось. Мы очень старались, но не только Моника сообщила об этом 2 дня назад, но и так получилось, что время сегодняшнего мероприятия совпадает практически со временем моего рейса сегодняшнего в Москву, но я уже в аэропорту, прошел все процедуры, поэтому, в общем, спокойно мы можем сегодня провести наше мероприятие. Спасибо большое. Yeah, and Vigen is not only I know him for many, many years, but I want to add he is one of my very close friends. И Моника также добавила, что мы знаем друг друга не только очень много лет, но также являемся очень близкими друзьями. So this is the setup, and I think we have to watch time, because otherwise Vigen will miss his flight. Да, и вот такое у нас сегодня прекрасное мероприятие, но мы должны следить за временем, а то я вынужден буду пропустить свой рейс. And we have another person from Armenia, and this is Eduard, who will give us the technical support. И у нас еще один гость из Армении, это Эдуард, который сегодня окажет нам техническую поддержку. So in order not to lose more time, Colleen, I will not explain your CV because I hope everybody read your curriculum vitae, and I would, in the interest of time, just give the floor to you.
И Моника, чтобы не терять время, предоставляет слово Коллин. Надеется, что все участники заранее ознакомились с биографией Коллин, и чтобы не терять время и представлять, предоставляем слово Коллин для начала ее лекции. Thank you. Thank you, Dr. Lenhart, and thank you, Vivian. Спасибо большое, доктор Ленхард, за приглашение. Спасибо большое, Вигену, за перевод. There we go. So, good evening, everyone, and it's good morning here in Australia. It's about 1:10 in the morning, and I couldn't think of anything better than being here because sleep is highly overrated. Добрый вечер, некоторым доброй ночи, потому что в настоящее время в Австралии 10 минут второго, но для Коллин большая гордость, и она очень рада сегодня быть вместе с нами и провести этот вечер вместе с нами. And today I hope to share with you some of the learnings that I've had over the past probably 15 years about telepractice. И сегодня Коллин хочет поделиться с нами своими идеями и мыслями, которые сформировались на протяжении последних 15 лет и касаются они телепрактики. And I can tell you, if you wanted to have a little sleep yourselves now, the moral to this story is that one size does not fit all. И моральная часть этой истории говорит о том, что один размер не подходит всем. Okay, and I'm presenting today as a PhD student. И сегодня представляется эта работа как PhD student, это как у нас докторантура. Which I will talk about more in a moment. И чуть попозже последуют детали. But as is tradition in Australia, when we are sharing our knowledge and talking to other people, we acknowledge the land that we are sitting on today. Но, уважая традиции Австралии, обычно, когда идет какое-то представление или мероприятие, обязательно надо воздать дань уважения своей стране и земле, на которой ты находишься. So the Aboriginal peoples have been in Australia for over 40,000 years, and I am coming to you today from this green section of Australia, where the Yuin tribe or the Wadi Wadi tribe of Aboriginals first were living. И аборигены, они живут в Австралии уже на протяжении более чем 400 тысяч лет. И Коллин, она представляет вот маленькую зеленую территорию на юге Австралии, которую она показала на слайде. И именно в этом месте начинали проживать в Австралии аборигены. Thank you. Okay. And as mentioned, I am 2 weeks away from finishing my PhD after nearly 8 years. So, как уже Коллин отметила, что она работала над своей диссертацией и находится очень близко к ее завершению. Буквально 2 недели осталось до завершения этой работы. И эту работу она выполняла на протяжении 8 лет. I'd like to acknowledge the other organizations who have where I have been working in the past, and I'd like to disclaim that my presentation today it's not related to my role at Cochlear.
И также Коллин хочет выразить благодарность всем тем организациям, в которых она работала и которые она представляла, и одновременно хочет заявить о том, что эта презентация никаким образом не связана с ее работой в компании Коллин. Thank you. Okay. So my journey into telepractice began probably about 2008, when I had the pleasure of meeting a young boy who had received a cochlear implant, and he was from Western Samoa. И, значит, путешествие Коллин в области телепрактики началось с 2008 года, когда ей посчастливилось встретить маленького мальчика, который сам был из Западной Самои. Western Samoa is an 8-hour flight from Australia, and the families were needing to come to Australia for their therapy and their mapping of their cochlear implants, which, as you can imagine, was very expensive. Западная Самова, она находится на расстоянии 8-часового полета от Австралии, и так как ребенку была сделана кохлеарная имплантация, то родители были вынуждены достаточно часто посещать Австралию для того, чтобы проводить настроечные сессии и реабилитационную работу, и, как вы понимаете, это все было очень дорого. So that was the catalyst for me and our IT person to put our heads together and think about ways that we could deliver cochlear implant services using telepractice. И именно это явилось катализатором для Коллин и для IT-специалиста для того, чтобы разработать систему, каким образом можно сделать доступным сервисы кохлеарной имплантации путем телепрактики. So just to define, I'm using the terminology telepractice, and that has been defined by McCarthy in the way that you can see there. But telepractice to me is not just the technology that we use, it is the whole, the holistic approach in the way that we consider the person who we're using the telepractice with and all of the stakeholders. И, наверное, надо объяснить, мы сегодня используем достаточно непривычную терминологию, что же из себя представляет телепрактика. Вы видите на слайде то объяснение, которое было предложено Маккарти, но для Коллин телепрактика — это не просто вот это объяснение и не просто это технология, но это отдельный, это отношение специальное, и нужно к этому относиться более глобально. I also want to point out that it's important to know that telepractice can be done in real time, synchronously, or asynchronously, where the service is delivered and reviewed by the clinician at a separate time. И необходимо также отметить, что телепрактика, она может происходить синхронно, то есть в режиме реального времени, а может происходить несинхронно, то есть опосредованно, когда специалист оказывает какой-то сервис в одно время, а пациент получает его в другое. So in this slide, I've illustrated the different types of telepractice. We've got the synchronous and asynchronous, and a form of asynchronous is the remote monitoring.
И вы видите, на слайде представлены различные моды оказания телепрактической помощи. Вы видите варианты синхронные, когда это происходит в режиме реального времени, видите варианты асинхронные, и в том и в другом случае сервис предоставляется удаленно. I'm not going to go into detail explaining all of these. There are some references that I will share with you where this is all detailed. И Коллин не хочет терять время на объяснение тонкостей и деталей каждого из этих методов, но будут представлены нашему вниманию ссылки, по которым можно будет, желающие могут более детально познакомиться с деталями. So, as mentioned, in 2008 and then finally in 2010, we actually commenced the telepractice program in Western Samoa. И как уже было отмечено, начало всей этой истории относится к 2008 году, но в реальной жизни это уже стало применяться с 2010 года, именно вот в случае с Западной Самоа. At that time, we actually had to use the main office of the service provider in Western Samoa. And because we were using so much bandwidth, the rest of Samoa had no internet access while we were doing the telepractice. И необходимо отметить, что, к сожалению, для этого сервиса использовался офис местного представителя, потому что для выполнения этого сервиса был необходим высокоскоростной интернет, а большая часть страны в то время вообще не имела возможности пользоваться интернетом. But I was very lucky. I was the person who got to go to Western Samoa. And you can see on the left-hand side of the screen there, my colleagues who are in Sydney, making sure that this was all going to work. И Коллин очень повезло, да, и была также организована помощь коллег из Австралии, вы видите на левом снимке, которые обеспечивали техническую поддержку. So telepractice can be used I believe it can be used at the majority of the points of a hearing implant journey, right from the identification through to the lifelong management of a cochlear implant user. И Коллин уверена, что телепрактика, она может быть использована на практически всех этапах так называемого путешествия со слуховыми проблемами, да, начиная от обнаружения этой проблемы, кончая долговременной поддержкой, ну, к примеру, имплантированного пациента. Now, this is a very, very busy slide and is available in one of the references that I am sharing. И вы видите на экране очень сложный и насыщенный слайд, и ссылка на него также будет предоставлена в конце мероприятия. But I just want to point out, this is a model we developed, but I want to point out that telepractice, every episode of telepractice that you're considering, you really need to think very carefully about the stakeholders, the person who's delivering the telepractice, the person that's receiving the telepractice, and think about the ways that you can monitor how effective and how efficient the telepractice episode has been. Вы видите на этом достаточно сложном слайде в итоге это схема помощи, которая была разработана сегодняшним нашим лектором.
И в любом случае очень важно, чтобы все заинтересованные стороны были бы довольны. А заинтересованные стороны – это те, которые получают эту помощь, и те, которые эту помощь предоставляют. Кроме того, отдельный, но также очень важный вопрос – это каким образом оценивать эффективность предоставленной помощи. And telepractice should be able to deliver the service, but what we've found is that there's some benefits from the telepractice, such as generalizing skills, reducing stress levels, and as an organization, it can be a very good positioning of an organization in a marketplace if you can deliver telepractice. И телепрактика, она должна оказывать определенный уровень сервиса, и, что также очень важно, есть дополнительные преимущества, например, такие как возможность улучшения возможностей специалиста, да, то есть тренинга специалиста, есть возможность доведения этого сервиса до конечного пользователя, что также является очень важной составляющей в бизнес-модели, да, для предоставлятеля этих услуг. Okay. So telepractice, I've had the experience of using telepractice with young babies right through to very elderly people. И практика Коллин позволяет заключить, она использовала телепрактику в работе как с очень маленькими детьми, так и со взрослыми пациентами. And when we started many years ago, we had to use very special equipment, but these days we can use the equipment that we have readily available to us in our own homes. И если в самом начале этого пути приходилось использовать много дополнительного оборудования, то на сегодняшний день оборудование, которое необходимо для осуществления телепрактики, у каждого есть у себя дома. Oh, actually, okay. So if we go back in those early days, when we were looking at the viability of remote programming of cochlear implants, we had to really make sure that we were delivering a service that was at least equivalent to what was being presented in a clinic. И в самом начале пути, когда разрабатывались различные аспекты дистанционного программирования, одной из важных составляющих было удостовериться, что предоставляемый сервис ни в коем случае не будет отличаться от сервиса, который пациент может получить в клинике. So we did a feasibility study for remote programming and broke down all of the steps within the session to make sure that we were covering everything and that we were doing it in a timely way. И, как вы видите, это представлено на слайде. Настроечная сессия была разделена на все составляющие, которые вместе представляют эту настроечную сессию. И именно вот эта система была внедрена в практику дистанционного программирования. So the within clinic session was taking about 28 minutes for us to do the programming, and we wanted to use that as our benchmark for comparing with remote programming. И так как сессия программирования в клинике в среднем занимает 28 минут, то, соответственно, для сессии дистанционного программирования также было выбрано то же самое время.
So we had a number of people that were aged from babies right through to, I think the eldest we had was in their early 80s. And we were able to demonstrate that you could do remote cochlear implant programming with all of the age groups using various types of audiology to do the mapping. И значит, дистанционное программирование было использовано в совершенно различных возрастных группах, начиная от детей самого раннего возраста, самому взрослому пациенту, которому был предоставлен этот сервис, было более 70 лет. И было продемонстрировано, что возможно использовать удаленное программирование как во всех возрастных группах, так и со стороны абсолютно различных специалистов-аудиологов. Some of the people that we programmed, it took longer. So the elderly adults and the children who had needs in addition to their deafness, those sessions took a little bit longer. But they take longer often when we're seeing these patients within the clinic anyway. So there was no real difference. Немножко больше времени было, значит, затрачено на взрослых пациентов и на пациентов детей раннего возраста с дополнительными особенностями, но в любом случае аналогичная картина наблюдается, когда эти категории пациентов получают сервисы в клинике, поэтому не было отмечено никакой разницы между дистанционным программированием и программированием в клинике в плане времени затраченного. The overall satisfaction, the bars here you can see, we rated the sound quality, visual, time taken, confidence, benefits overall. Majority was very good or excellent. И вы видите, на слайде представлены уровни удовлетворенности телемедицины, притом они представлены в различных разделах, таких как качество звука, качество картинки, время затрачено, уверенность, польза для семьи, общая удовлетворенность. И, как вы видите, результаты показывают, что большинство позиций были оценены как очень хорошо или превосходно. The areas that were rated lower was the sound and visual quality, which essentially was due to the internet interruptions that we were experiencing. Основными разделами, где были получены более низкие оценки, которые нуждаются в усовершенствовании, это были разделы, касающиеся качества звука и картинки, но, естественно, эти проблемы были связаны с качеством предоставляемого интернета. Okay. But one of the gaps we found with the remote programming was we didn't have a standardized way of evaluating how effective the session was using speech perception through telepractice. Но самая основная проблема, с которой столкнулись при организации оказания этой помощи, это каким образом эффективно оценивать результаты, которые получены в результате дистанционного программирования. Прежде всего, речь идет об оценке восприятия речи. Which led us to develop a speech perception app. I think there's an app for absolutely anything in the world now, but this speech perception app was designed to enable standardized speech perception testing using telepractice.
И именно с этой целью было разработано специальное приложение для оценки восприятия речи. Оно абсолютно свободно доступно из абсолютно разных точек. И при помощи основная цель этого приложения максимально стандартизировать оценку восприятия речи, а непосредственно эффективность. In the interest of time, I'm just going to run through this very quickly. И в интересах времени мы быстренько пройдем по этим разделам. So it was designed so that the person with the cochlear implant could either administer the test independently without a clinician, or it could be done with a clinician. И тест был разработан специально таким образом, чтобы пациент с кохлеарным имплантом мог бы пройти это тестирование как независимо, так и в сопровождении клинициста. I didn't actually use this test with my dog, but this was just when I was developing the test. So when the cochlear implant user was presenting the test independent of the clinician, we had them, they could hear the audio of the speech perception, and then they would record themselves repeating the words or the sentences that they heard. И вы видите на экране, каким образом выглядит тестирование. И Коллин, конечно, не тестировала свою собаку. Эти фотографии были сделаны на самых ранних стадиях разработки приложения. Но, как уже было отмечено, пациент имеет возможность асинхронного тестирования. То есть он слышит стимулы, отвечает, и его ответы записываются и хранятся в облаке. Now, the test was presented in background noise. И необходимо отметить, что тестирование проводится в условиях окружающего шума. Okay, so I'm just going to flick through the next couple. This is just some examples. The sentences were BKB-like sentences, and the words were CNC words. И вы видите на экране, здесь просто представлен пример, как это все выглядит. Тестирование проводится как с использованием слов, так и при помощи предложений. So that's what I just said then. So we had to validate this test to see whether it was comparable with testing in a sound booth, which is the gold standard of speech perception testing. И возникла также необходимость валидации результатов теста, валидации с тестированием в звукозаглушенной камере, потому что именно тестирование в звукозаглушенной камере является золотым стандартом тестирования. So we compared the scores that were obtained in the sound booth with the scores that were obtained with the app in a synchronous condition. И таким образом были сравнены результаты, которые были получены в звукозаглушенной камере и при помощи тестирования приложением и в случае синхронного прохождения теста. And we also did the comparison to the asynchronous condition where the cochlear implant user did the speech perception testing themselves. И также было проведено сравнение с асинхронной кондицией, когда пациент с кохлеарным имплантом проходил тест независимо. And the sad story is that we were unable to get any equivalency between the app and the sound booth testing. И что было очень плохо, что, к большому сожалению, не было обнаружено никакой эквивалентности результатов, которые были получены в звукозаглушенной камере и при помощи тестирования приложения. But when we compared the synchronous and the asynchronous testing with the app, we didn't get any significant difference.
Но также, что было хорошим, что когда было проведено сравнение синхронного и асинхронного использования приложения, то не было обнаружено достоверной разницы. So potentially, the app could be used as an ongoing monitoring tool for individuals, but it could not be used to compare the results from what was done in the clinic to what was performed with the app. То есть результатом этого сравнения явилось то, что стало понятным, что можно использовать асинхронное использование приложения, потому что не было обнаружено разницы между синхронным и асинхронным использованием, но также было доказано, что невозможно сравнить эти результаты с теми результатами, которые могут быть получены в клинике. So if we're going to do a seamless telepractice for the cochlear implant journey, we still have a bit of work to do to make sure that we've got all the tools available for us to do that in a very effective way. То есть, если мы говорим об использовании телепрактики в области кохлеарной имплантации, то необходимо отметить, что еще многое предстоит сделать в этом направлении для того, чтобы максимально эффективно использовать возможности телепрактики в кохлеарной имплантации. Okay. I'm just going to skip through the next things with the in view of time. But what I just wanted to point out was that with the COVID pandemic, we found that people's attitudes to using telepractice changed considerably. И что также Коллин хочет отметить, что во время пандемии COVID-19 отношение и мнение людей о телемедицине поменялось драматически. Particularly with the adults cochlear implant users. On the left-hand side of the screen here, before COVID-19, the majority of adults were not overly happy to use telepractice. They would prefer to come into the clinic and have their sessions. И если вы обратите внимание, в левой стороне слайда представлены результаты, которые были получены у взрослых пациентов до пандемии. И, как вы видите, 44% достаточно скептически относятся к возможностям телемедицины и предпочитают посещение клиники. But following the COVID-19 pandemic, people were much more accepting of telepractice. Но после опыта пандемии COVID-19 все больше и больше людей однозначно предпочитают телемедицину. So when the last couple of years of my clinical practice, I was working predominantly with adults who had cochlear implants and was using telepractice quite a lot, particularly in the COVID pandemic. И в последние годы Коллин в основном ее клиническая деятельность проходила с взрослыми пациентами и в основном на основании оказания телемедицинской помощи. И достаточно большой опыт был накоплен вот именно за время пандемии. And what became really apparent to me was that the missing piece in telepractice was that emotional support that the patients, when they came into the clinic, would feel like they were getting that emotional support from the clinician. And so it just flicked by itself, Megan, so I'll let you to... И основное, что было отмечено, что в большей степени не соответствует удовлетворенности пациентов, и что им больше всего не хватает, это определенная эмоциональная окраска, эмоциональная составляющая проходящего по сравнению с физическим посещением клиники. Okay. The slides are progressing by themselves, I'm sorry. So we formed a well-being group
using, and we trained some of the adults who'd never used Zoom before. We trained them how to use Zoom so that we could have an online well-being group. И именно с этой целью была создана группа взаимной поддержки для тех пациентов, которые будут использовать телепрактику. И вы видите, взрослая категория, достаточно взрослая этих пациентов. И во многих случаях начинали с обучения об использованию Zoom и других технических средств. В общем, была создана такая группа взаимной поддержки. Okay, so I'm just going to share with you an example of what the group involved. И вы сейчас увидите пример, да, работы вот этой группы. So our game plan for today is we've got bingo to start with, and then we've got the trivia, and then we've got a guess who game. All right, here we go. So the first word we have is snow. Идет представление, сейчас было сказано, первое слово, которое у нас есть, это snow, то есть снег. Первое слово, которое каждый услышал, и снова повторяет snow. So snow is the first word. The next one, fireplace. То есть первое слово это снег, второе место это fireplace, то бишь камин. The next one as well. So that one is, there's gloves. Oh, bingo. Okay, glover. Вы видите пример группового занятия. Кто там услышит, угадывает, видите, бинго происходит. Okay, this is an interesting one. Which Beatle crossed Abbey Road first? Ну, задается вопрос, кто из участников ансамбля Beatles первым перешел улицу Эбби. Это Пол, Джордж или Джон. То есть задаются вопросы, кто первым отвечает, и, соответственно, бинго. And the first clue, Avenel, can you repeat that first clue again, please? This person died at the young age of 42. Good clue. All right. Cheryl. И опять же пример, как проводится занятие с вовлечением различных пользователей. I think so. So, identical twin brother who was what? Sorry, Cheryl. Oh, stillborn. Okay. That's why I said you make up more than one clue, because I think Pat Coney had the same clue. Shall I give another clue then? I'll just see, Pat, do you have another clue? Oh, he served in the US military. Yeah. All right. Ну, задаются различные вопросы, получаются ответы от Not saying пользователей. anything. Can we guess? Can we guess? Yes, Elvis Presley? Yeah. Elvis? Yeah. Yeah. Presley. Yes. Good on you, Brian. Well done, Brian. Okay. I'm so sorry about the interpreting there, Vigran. Thank you. You did an amazing job. Спасибо, Коллин выразил мне как переводчику. Thank you very much, Colin. And I'm also, you can see here, each week we had to have a special guest. And one week I could not get a special guest. So I
I dressed up and my name was Come On Aussie. So I do apologize for my appearance. И каждую неделю проводились такие специальные сессии, и старались, чтобы каждую неделю был бы специальный гость занятия, а если когда-то этого гостя не было, то Коллин приходилось самой облачаться, видите, в другое обличие, выступать в качестве гостя, и она просит прощения за свой внешний вид. I guess the theme of this was the fact that telepractice should be fun. You can have just as much fun, in fact, more, I believe, with telepractice because you can include a lot more people. То есть основная идея в том, что телепрактика должна быть веселой и необходимо вот таким образом разбавлять эту работу. And now, you know, another element of the telepractice is that we have tools where people can actually monitor their cochlear implant performance independently. I'm not going to go into that today. И на сегодняшний день необходимо отметить также другую важную составляющую телепрактики. На сегодняшний день пациенты с кохлеарными имплантами получили возможность эффективно мониторировать свои результаты, но об этом мы не будем подробно говорить сегодня. But ultimately with telepractice, and there's a lot of information on these slides, so I'll just let you read through it. But these are perspectives of 3 people who were using telepractice in the clinic, and telepractice doesn't suit absolutely everybody. So the important thing when you are using telepractice is to understand what the cochlear implant user would prefer. And if telepractice is the only option available, we need to work with them to make it more acceptable for them to use. И вы видите достаточно много информации сейчас на слайде представлено, и все касательно телепрактики, и вы видите 3 абсолютно разных перспектив 3 различных пациентов, которым была предложена телепрактика в клинике, и вы видите абсолютно разные мнения, и основной вывод в том, что не существует единого размера для всех, да, то есть необходимо индивидуально подходить к вопросам оказания телепрактической помощи, а в тех случаях, в которых телепрактика является единственно возможным методом оказания помощи, необходимо провести подготовительные работы и подготовить пациента для того, чтобы телепрактика максимально хорошо была с его стороны воспринята. Okay, now I'm very conscious of time, so I'm going to, oops, yep, that's me again. And I do have some references. I'm not sure how they will be shared, but I believe there might be a couple of minutes for questions if anyone has any questions. И вы видите на экране сейчас полезные ссылки, и Коллин думает, каким образом можно поделиться с вами этими ссылками. Может быть, Моника нам поможет в этом вопросе, и вы можете более подробно о том, о чем мы сегодня говорили, познакомиться в этих ссылках. И Коллин думает, что сегодня будут вопросы, на которые она с удовольствием ответит. So I'm not sure. Yeah. Okay, so Colleen, this means your presentation is finished by this, correct? Yes. Yes. Yes, I can. Thank you very much. I think it was a highly interesting presentation, and thank you, Vegan. Indeed, a brilliant translation
even under difficult conditions when there was the video. So thank you for that. Now, But I'm sorry, Monica, I will translate. Большое спасибо, Коллин, за блестящую презентацию. Большое спасибо Вигену за перевод. we had a few comments in the chat, so I'm not sure whether Colleen has seen because she had her presentation. So maybe we want to quickly summarize the comments and comments we had in the chat. И мы имеем в чате определенные комментарии, и Моника хотела бы суммировать эти комментарии, которые там получены. We had some positive comments also from Robert Mandera from the EuroCU, European Association of Cochlear Implant Users, that of course remote fitting and remote telepractice, as Colleen says, it saves time. So we had positive comments that this is a very, very useful tool. Ну, прежде всего, у нас есть позитивный комментарий от Роберта Мандары, который представляет EuroCU, это Европейская организация пользователей кохлеарных имплантов, и его позитивный комментарий относится именно к тому, что очень много времени можно сэкономить при помощи телемедицины. We had a comment from Dr. Shirin Jumabayeva from Bishkek, from Kyrgyzstan, and she said, yeah, but there are still patients who by far prefer offline, which means in the clinic, as compared to online, which means telepractice. У нас также есть комментарий от доктора Ширин, которая отмечает, что да, несмотря на все представленные преимущества, все равно достаточно большое количество пациентов предпочитают получать помощь в режиме офлайн. So I have two questions to Colleen. The first question is, how do you, I mean, you showed us some examples, but how do you convince adult patients so that the acceptability is increased? But I want to add immediately a second question. Isn't it, according to your experience, that maybe families with children have a higher level of acceptability? And I mean specifically, why? Because children are very spontaneous. I can imagine that for them in the Zoom is no problem. And maybe the other factor is that normally families who have small children, they are still young, so the acceptability is higher. So I would appreciate a response to these two questions. Let Vigen first translate, please. Да. Ну, прежде всего, у Моники возникло два вопроса. Первый вопрос касается применения телепрактики у пациентов пожилого возраста. Каким образом Коллин удалось улучшить их восприятие и убедить их получать помощь при помощи телепрактики? Это первый вопрос. Но второй вопрос имеет непосредственное отношение к первому вопросу. И не находит ли Коллин, что восприимчивость оказания подобного типа помощи, да, телемедицинских услуг у пациентов, у детей раннего возраста намного лучше, потому что дети, они более спонтанны и могут без никаких ограничений спокойно участвовать в различных зумах и так далее. И еще дополнительным, наверное, является, соответственно, что маленькие дети чаще появляются в молодых семьях, которые более технически продвинуты, и для них, соответственно, использование различных технических средств не представляет каких-то трудностей, что, естественно, вызывает трудности
у пациентов пожилого возраста, у которых нет подобного широкого опыта использования различных технических средств. Thank you. Thank you, Viet. There's three things I want to point out with that one. I know we haven't got much time. The first thing is people assume that adults, especially the elderly, find technology challenging. That's a myth, an absolute myth. Okay. And Ну, прежде всего, да, хочется сказать, что первым делом, что то, что люди пожилого возраста, они технически, у них очень много сложностей возникает, это миф. but for those adults who do find it a little bit daunting, we can, as clinicians, we can work on desensitizing that and including family members and significant others to give people who aren't comfortable with the technology the confidence to be able to use a technological platform. Но даже для той группы пожилых пациентов, у которых могут возникнуть трудности, да, в использовании различных технических средств, можно также им помочь. Прежде всего, это может сделать специалист, клиницист, который работает с этим пациентом. И также необходимо в этот процесс вовлечения близких родственников или других каких-то людей, которые могут технически помочь нашему пациенту преодолеть все эти трудности и развить все эти навыки для того, чтобы это не вызывало бы каких-то трудностей в использовании. The second thing, and this is what I'm very passionate about this, I still believe that there's a lot of clinicians out there who are the gatekeepers. They're not enabling the use of telepractice. Yes. And Yes. until there's that cultural shift for people to start adopting telepractice, it's that barrier is going to continue to be there. 100% agree. Да, и второй фактор, который Коллин отметила, это вина специалистов, клиницистов, многие из которых сами им не нравится идея оказания помощи телепрактики, и они тоже должны изменить свое мнение для того, чтобы можно было бы больше пациентов вовлечь в эту помощь. И Моника на все 100% согласилась с Коллин. Sorry. There is a good comment from Sue. Have a look, Colleen. Can you see the comment from Sue? I was just reading. She says, agree that the silver hair surface can handle the technology. Agree that clinicians like to own their clinic. So thank you, Sue, for this very nice and funny comment. And can I just make, there's one more thing that I think is the biggest barrier is the emotional support. People tend to think that you can't get that humanness using telepractice, but digital empathy does exist. Okay. You've just got to learn how to use it. Digital empathy, that's a good word. И основным барьером является именно вот отсутствие эмоциональной поддержки. Должна быть определенная эмоциональная поддержка для того, чтобы пациенты с легкостью могли бы преодолеть возможные трудности. Okay, we have another comment. This is where, and this is Robert Mandera again, and this is where CI users need to be given freedom to choose their own clinic. That will force the dinosaurs to evolve. Vegan, can you translate this? Sure. Yeah, looks like I'm one of these dinosaurs. И еще один комментарий от Роберта
мандары, что это именно то, что требуется пациентам с кохлеарным имплантом, и необходимо обеспечить им свободу выбора своей желаемой клиники, и необходимо растормошить этих динозавров, чтобы они позволили бы этому. And I would really like to have the translation of what Shirin says in Russian. Would you kindly begin translate that? Because Shirin, she's in Bishkek, and she addresses you directly, Vigin, for your excellent translation. But then she adds something about my husband, which I would like to translate it here. Есть комментарии от Ширин из Бишкека, из Киргизии, и прежде всего она выражает благодарность за перевод мне и отдельную благодарность господину Михаилу Гуриани, супругу Моники, который внес очень большой вклад в развитие телепрактики и дистанционных онлайн-настроек в Бишкеке и в Киргизии. And that gives me the opportunity also to say, Vigin, we have the mother of Aidina Nazgul with us today. And she, at the very beginning, she said, hello, Vigin, very happy to see you, because this was our first kind of trial how to do telepractice in Kyrgyzstan. И сегодня вместе с нами находится мама маленькой Айдины, которая была первым пациентом, с которым телемедицина была апробирована и использована в Киргизии. Because Aidina got her cochlear implant in Austria, and at that time, which is many, many years ago, there was no infrastructure for cochlear implant care afterwards, and so we did online, and Vigin helped us in this respect as well. И необходимо отметить, что Альдина была первой, и операция ей была в то время сделана в Австрии, и необходимо отметить, что в то время, опять же, полностью отсутствовала инфраструктура послеоперационной реабилитационной поддержки в Киргизии, и вот Айдина стала первым ребенком, и спасибо Вигену, он тоже участвовал в этом проекте. Okay, maybe I want to add just before we say goodbye and before Vigin misses his flight. И Моника хочет также еще оставить комментарий, прежде чем мы закончим, и прежде чем я пропущу свой рейс. And this is maybe interesting also for you, Colleen. What we try to do for Kyrgyzstan now is to do online mentoring of people who do fittings and rehabilitation locally. And we have mentoring from experts from abroad, maybe from Russia, maybe from the UK, from Spain and Germany. И Моника еще сообщает дополнительную информацию и думает, что Коллин будет очень интересно это услышать, потому что на сегодняшний день также используются возможности телемедицины и телепрактики для тренинга специалистов, для руководства ими и советов для специалистов, каким образом проводить реабилитацию, и в этом процессе участвуют эксперты из разных стран, это и европейские страны, это и Россия, и очень многие другие страны. So I think with this, we will close the session for today, and I have a very direct question to Colleen. И на этом Моника хочет завершить сегодняшнюю нашу встречу, но прежде чем завершить, у нее есть один прямой вопрос, Коллин. I know the time difference between Australia and Europe and Russia will not change dramatically in the near future.
И так как временная разница между Австралией и европейскими странами и странами СНГ в ближайшее время драматически не изменится. But I still want to ask you, would you be ready to be with us once again next year for a forum discussion? Но, несмотря на это, Моника хочет попросить Коллин быть с нами снова спустя какое-то время для форум-дискуссии. I would be honored. And I was also hoping the question was going to be, would I be a mentor? Oh, fantastic. So I am very happy to do that. As you can tell, I'm very passionate about telepractice. So Fantastic. if I can be of any help or I can always learn. There's so much to still learn. So please, Right. please. So, Monica, and I confirm that I will continue my translation when forum discussion will be with Colin. Fantastic. Good. И, да, Big success. Коллин подтвердила, что так как она очень заинтересована в продвижении вопросов телепрактики, она будет счастлива снова встретиться вместе с нами во время форум-дискуссии. Для нее также очень важно, что было бы очень надеяться, что будет очень много вопросов для обсуждения, и поэтому все будем ждать этой встречи. Thank you, Colleen. Great to see you. Safe flight, Vegan. Bye-bye. Thanks, everyone. Большое Thank you. спасибо. Bye. 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 Take care. Bye.